Привет, 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 песеры, с вами Морж и пак опенинг икоников мадридского Реала, которые завезли нам в этот четверг. Я понимаю, что в основном люди ждали Реал, собственно, с Раулем, также ждем Дрогбу, точнее, Дрогба, да, фамилия не склоняется, но почему-то Konami решили нам их вообще не вводить, хотя в базе они есть, и я не понимаю, в чем проблема. У нас сегодня Канавара 96, на максимальной прокачке 97 будет с эмблемой мадридского Реала. Далее Карлос 95 на максимуме, 97 с эмблемой мадридского Реала. Ну и, собственно, Хаби Алонсо 95 на максимуме, 97 с эмблемой мадридского Реала. Не сказал бы, что этот пак вообще интересен. На Канавары, да, я, ребят, обещал сделать обзор. Вот, я его так и не сделал. И пока что-то, честно, никакого желания нет. Плюс тут куча фиалок, на которые действительно стоит сделать обзор. И те фиалки, которых нам ввели, они реально покруче даже, чем иконики. Многие, очень-очень многие. 2500 золота у меня на аккаунте, 30% на черный мяч, 15 черных мячей. В общем, все у нас по стандарту. На самом деле фиалки действительно потрясающие, и обзоры будут, и обзоров будет много. Вот. Ну и плюс, конечно, у меня там вчера делишки были, поэтому пришлось выкладывать обзор на Холланда, потому что он уже был готов. А потом я читаю комментарии, мне начинают что-то там пихать, что я с кем-то матч играл, что я проиграл. Думаю, что за бред, что за 1 апреля, что за шутки и вообще к чему это все. Оказывается, действительно, Вафлопес выложил ролик, где он якобы со мной играет матч, якобы он меня разносит. Вот, я так посмотрел на это все. Наверное, это было в качестве первоапрельской шутки, точнее, в качестве первоапрельского рофла, наверное. Вот, в рофлах я не секу, я больше по шуткам, там, где понимаешь, с чего смеяться, но тут я не критикую. Поэтому, ребят, да, в первую очередь хочу обратиться к вам, вы у меня адекватная аудитория, пожалуйста, ну не травите вы этого ребенка. Каждый из нас был маленьким, каждый из нас играл в солдатики, объявлял войну, там, солдатики с ними разговаривали. У каждого из нас в голове был свой мир. Вот у человека тоже в голове свой мир, где он там с кем-то воюет, кого-то побеждает, ему кто-то отвечает. Реально, он подрастет, успокоится. Ну вот серьезно. Да, у него есть какая-то небольшая зацикленность на мне. Но мне кажется, что с возрастом это тоже пройдет. Вот на самом деле. Кстати, это, что называется, и ответ, почему я лицо не показываю. Потому что действительно люди разные, некоторых поворачивает на конкретном человеке, и это может быть как полнейшая любовь и преданность, так и полнейшая ненависть. Поэтому я просто не вижу смысла. И действительно, я не хочу, чтобы он потом, трахаясь со своим парнем, представлял меня. Ну, типа, мне от этого будет неприятно. Так что лучше пусть он все-таки не знает, как я выгляжу, да, и, в общем-то, бросает всю эту херню. Я понимаю, что у него, возможно, уже без звуков моего голоса даже член не встает, но, тем не менее, и это можно побороть. Ладно, про сирых и убогих поговорили, давайте все-таки возвращаться к тому, что у нас в PES. В PES у нас, если честно, сейчас полное дерьмо происходит. Ребят, я уже даже в матчдей не захожу. Просто я понимаю, что мне нервы дороже. Я знаю, что для россиян сейчас большая проблема с донатом в PES, но на самом деле, наверное, эта услуга не стоит донатить в PES, так сказать. Вот, тем более в конце сезона мы не знаем, что у нас будет по 22 части, мы не знаем, как там будет вообще и чего, поэтому я бы все-таки, на самом деле, сейчас с донатами подпритормозил, вот, пока какой-то более конкретной информации не будет. А по поводу, ну, я, по крайней мере, как делаю, честно, вот по 20 минут искать матч в матчдее, потому что постоянно выбивает ошибка 1009, ты клацаешь как проклятый, этот продолжить, блин, пока тебе этого противника найдет, 20 минут потратил, противника нашло, ты играешь матч, противник рвет коннект, блин, ты следующие 20 минут опять ищешь противника, короче, мои нервы уже на это не готовы, мои нервы мне дороже, поэтому мне действительно легче закинуть эти 200 рублей, или сколько там сейчас стоит эти 200 голды, которые можно получить за матчдей, и реально просто не долбать себе голову. Единственный вариант проходить матчдей вот без этой всей фигни — это играть ночью. То есть вот часа в 2 ночи, в 3 ночи по Киеву, примерно, плюс-минус, эта проблема исчезает. Ну и ранним утром, наверное, часов до 10 утра тоже эта проблема не наблюдается. Днем, конечно, это полная жопа. Ну и, конечно, сам матчдей с вот этими фиалками, которых повыдавали всем желающим. Холланд и Влахович, постоянные забросы, Мбаппе. Действительно, нервы это тратит. Я, по крайней мере, вот
возможно, да, раньше я как-то грыз кактус, старался проходить, все-таки хотелось получить золото на халяву, но сейчас я уже понимаю, что действительно мои нервы дороже, мое нормальное состояние дороже, чем эти 200 рублей, которые закинуть на это золото и забыть. Мне тем временем выпадает Холланд, да, вы видите, у меня стоит, кстати, форма мадридского Реала, ребят, это патч вы можете найти в закрепе, в моем телеграм-канале, ссылка на телеграм-канал в описании, в закрепленном комментарии, тут как обычно. Да, отдельно передаю привет ребятам, которые не могут найти патч в телеграм-канале, хотя он в закрепленном сообщении, просто открыв телеграм, это постоянно у тебя перед глазами. Огромный привет вам передаю, надеюсь, вы справитесь, я вас верю, и это главное. А вот Konami в меня, по ходу дела, не верит, потому что розовые заставки, как вы видите, мне вообще не дает. Не то, что я сильно расстроюсь, если кто-то из этих игроков не попадет в мой состав. Уже 15 паков открыто, и пока, к сожалению, ничего. Действительно, ни на одного из них я обзора не делал, и, ну, как мне кажется, ни один из них прям такого детального, подробного разбора не заслуживает. Канаваро, в принципе, неплох, на право защитника, кстати, он может нормально становиться, там и со скоростью все хорошо, и со статами в защиту, но если у вас есть там условная фиалка, например, Ван Бисаки, конечно же, то как бы нахрен он, в общем-то, и не нужен. По Хаби Алонсо тут вообще ничего хорошего сказать, если честно, не могу. Да, классный пас, там кое-что в защиту умеет, стиль дирижер, скорости нету, ну, такое себе Карлос. Как в атаку идти им, конечно, да, пушечный удар, классные штрафные, все вот это. Для защиты, ну, сами понимаете, что рост далеко не богатырский, что, собственно, навыков защиты там ни хрена нет, там все на атаку. Конечно, если тебе нужен именно прям жестко атакующий левый защитник, то Карлос подойдет, но я привык, чтобы у меня защитники все-таки защищались, как ни странно это звучит, поэтому я таких игроков не слишком уж приветствую. Жалко, в принципе, что у Реала, если по иконикам брать, не так уж много действительно топовых хороших игроков. У Барселоны, кстати, еще больше не топовых игроков, не топовых икон, так сказать. У них вообще до хрена не слишком играбельных персонажей. Но мне все-таки кажется, что иконы должны быть лучше фиалок. Ну, по крайней мере, продолжая после того, как мы посмотрим, кто мне выпал, все-таки одного иконика за этот покопанинг вытащить я смог. Ну и судя по ножкам и судя по левой ноге, это Карлос. Да, Карлос мне выпадает, ну... Такой себе персонаж. Вот для меня такой себе. В жизни был супер-мега классным. А в пьесе, сами понимаете, модельку Konami можно рисовать какую хочешь, и не обязательно она будет хороша. Вот, продолжу, да, что я все-таки считаю, что иконы должны быть сильнее, чем фиалки, что прокачка от возраста — это глупость, и, в принципе, Konami, ну, как-то не совсем в том направлении двигаться, в котором мне хотелось бы видеть движение в eFootball. И... Из-за этого не такая уж и большая аудитория у игры. Ну и, конечно же, постоянные обзоры Konami, про это уже можно слагать легенды. Итак, 25 паков у меня отлетело, одна икона, ну, в среднем, наверное, столько и должно было выпасть. Хорошо, что не выпало тот, кто есть, так сказать, хотя на этом аккаунте ни одного игрока мадридского Реала нет. Ну, Карлос и Карлос. Ладно, может когда-нибудь даже запишу на него обзор. Пиши, открывал ли ты этот пак, с удовольствием почитаю, и если ты поделишься своим хорошим уловом, и поздравлю тебя с ним. Обзор на следующего футболиста будет завтра, можете пока погадать на какого. Вот. А на этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.